Все, что мы знаем о Солнечной системе, лишь крошечный, ярко освещенный островок тепла. Нам с детства показывают красивые, аккуратные карты в школьных учебниках. Вот яркое Солнце, вот аккуратные круги планет земной группы. Затем величественные газовые гиганты, и где-то там, на самом краю, сиротливо вращается маленький Плутон. Нам кажется, что за этой условной чертой мир заканчивается, уступая место бесконечной и пустой межзвездной пустоте. Но правда заключается в том, что за Нептуном мир не заканчивается. Там начинается истинная первозданная тьма. Граница, которую человечество, возможно, никогда не должно было увидеть. Представьте себе это расстояние. Земля находится на дистанции в одну астрономическую единицу от нашего светила. Это примерно 150 миллионов километров. Солнечный свет долетает до нас всего за 8 минут. На Земле бушует жизнь, океаны испаряются под теплыми лучами, а атмосфера надежно защищает нас от космического холода. Но если мы начнем двигаться дальше, мимо Марса, сквозь главный пояс астероидов, оставим позади гигантский Юпитер с его смертоносной радиацией, окольцованный Сатурн, ледяные Уран и Нептун, мы окажемся на расстоянии в 40 раз большим, чем от Земли до Солнца. Здесь, на расстоянии в 6 миллиардов километров, наше родное Солнце больше не выглядит как величественный пылающий диск. Оно уменьшается до размеров обычной, пустой и пугающе тусклой звезды. Его лучи уже не греют. Они лишь едва-едва подсвечивают космическую сцену, оставляя все вокруг в состоянии вечных полусумерек. За орбитой последней официальной планеты раскинулось ледяное кладбище колоссальных, поистине циклопических масштабов. Триллионы замерзших миров, гигантских осколков, первородных камней и блуждающих скал вращаются здесь в абсолютной гробовой тишине уже более 4,5 миллиардов лет. Это пояс Койпера. Место, где время навсегда остановилось. Регион, который хранит в себе ключи к зарождению нашей Солнечной системы, и одновременно регион, который ставит в тупик самых выдающихся астрофизиков современности. Современные ученые, глядя на данные редких космических зондов и мощнейших орбитальных телескопов, открыто признают, 99% этих далеких миров человечество не увидит никогда. Мы абсолютно, безнадежно слепы на самых дальних окраинах собственного космического дома. Мы строим планы по колонизации Марса, отправляем аппараты к спутникам Юпитера, но понятия не имеем, что происходит на заднем дворе нашей собственной системы. Но то немногое, что нам все-таки удалось разглядеть сквозь плотную завесу космической ночи, напрочь ломает привычные законы физики, ломает устоявшиеся теории формирования планет и заставляет пересмотреть все, чему нас учили. Что заставляет далекие ледяные тела искривлять свои орбиты, ломая все математические модели? Какая неведомая колоссальная сила деформировала целые карликовые планеты, превратив их в уродливые космические объекты? И главное, какое заряженное ружье прямо сейчас взведено на этих окраинах и направлено в сторону нашей Земли? Давайте снимем покров тайны с самого загадочного, холодного и жуткого региона нашего космоса. Долгое время, практически весь 20 век, астрономия жила в сытой уверенности, что окраины Солнечной системы — это абсолютно мертвая, статичная и скучная зона. Считалось, что там летает лишь редкий космический мусор, мелкая пыль и невзрачные глыбы грязи со льдом, которые не заслуживают серьезного внимания. Но в 2015 году произошло событие, которое навсегда разделило планетологию на «до» и «после». Космический аппарат «Новые горизонты», летевший сквозь пустоту долгих 9 лет, наконец-то приблизился к Плутону. Ученые в Центре управления НАСА ожидали увидеть на экранах скучный, изрезанный старыми кратерами кусок серого льда. Мертвый мир, на котором ничего не происходило миллиарды лет. Вместо этого научный мир испытал настоящий, неподдельный шок. Перед человечеством предстал живой, динамичный, геологически активный и невероятно красивый мир. Вместо монотонной серости Плутон удивил исследователей буйством красок. От ослепительно-белых ледников до нежно-розовых азотных равнин и глубоких угольно-черных регионов. Но самое поразительное обнаружилось при детальном анализе поверхности. Знаменитая равнина спутника, то самое гигантское светлое пятно в форме сердца, которое сразу стало символом Плутона, оказалось абсолютно гладким.
На нем практически не было кратеров от падения метеоритов. Для космического тела это означает только одно: поверхность Плутона постоянно обновляется. Он тектонически жив. Прямо на наших глазах огромные азотные ледники медленно плывут между 3-километровыми горами, состоящими из водяного льда, который при местной температуре в минус 230 градус Цельсия становится прочным, как гранит. Но откуда у маленького, далекого Плутона энергия для геологической жизни? У него нет рядом гигантской планеты, которая могла бы разогревать его своими приливными силами, как Юпитер разогревает спутник Ио. Расчеты показали пугающий и одновременно восхитительный факт. Глубоко под своей ледяной мантией, под сотнями километров замерзшей корки, Плутон скрывает гигантский жидкий океан. Там, на самом краю системы, где все должно быть заморожено до атомарного уровня, вязко пульсирует теплая жидкая вода, подогреваемая остаточным распадом радиоактивных элементов в каменном ядре планеты. Если жидкая вода есть на Плутоне, значит, жизнь во Вселенной может прятаться в гораздо более экстремальных местах, чем мы думали раньше. Но Плутон, как выяснилось позже, оказался самым нормальным и предсказуемым обитателем этих мест. Настоящие космические чудовища и аномалии поджидали астрономов еще дальше, в глубинах пояса Койпера. Когда телескопы стали детальнее вглядываться в темноту за Плутоном, они наткнулись на объект, который поначалу посчитали ошибкой в расчетах или оптическим глюком. Познакомьтесь с Хаумеа. Это карликовая планета, но она бросает вызов самой природе планетообразования. Мы привыкли, что все крупные объекты в космосе под действием собственной гравитации со временем принимают форму аккуратного шара. Но Хаумеа плевать хотела на эти правила. Она имеет сильно вытянутую форму яйца, гигантского космического кабачка или мяча для американского регби. Ее размеры по длинной оси сопоставимы с Плутоном, но по короткой она сплюснута почти в 2 раза. Причина этой уродливой и странной формы кроется в ее совершенно бешеном вращении. Хаумеа крутится вокруг своей оси со скоростью, которая кажется невозможной для объекта таких масштабов. Один полный оборот, то есть местные сутки, длится здесь всего около 4 часов. Ни один крупный объект в нашей Солнечной системе не вращается с такой скоростью. Если бы Хаумеа крутилась еще чуточку быстрее, колоссальная центробежная сила просто разорвала бы ее на куски, раскидав камень и лед по всей орбите. Прямо сейчас эта сила буквально расплющивает планету на экваторе и вытягивает на полюсах. Более того, у этой бешеной ледышки обнаружилась собственная система колец и 2 небольших спутника. Что могло заставить объект размером сопоставимый с Плутоном так неистово вращаться в пустоте? Ученые построили десятки компьютерных моделей и пришли к выводу: миллиарды лет назад, на заре формирования Солнечной системы, Хаумеа была нормальной круглой планетой, покрытой толстым слоем чистейшего водяного льда. Но затем произошло нечто ужасное. Она пережила колоссальный, страшный, скользящий удар от другого крупного космического тела. Этот удар был настолько силен, что он буквально содрал с Хаумеа почти всю легкую ледяную мантию, оставив в основном тяжелое каменное ядро, и закрутил эту глыбу с такой силой, что она не может остановиться до сих пор. Осколки от той древней катастрофы до сих пор летают рядом с ней в виде спутников и колец. Это безмолвный памятник древней космической войне, которая бушевала здесь, когда Земля только-только формировалась из газа пылевого облака. Но если Хаумеа удивляет своей динамикой, то следующий объект, который сфотографировал зонд «Новые горизонты» уже после Плутона в январе 2019 года, заставил ученых замолчать от изумления. Этот объект назвали Арракот, хотя в первых научных публикациях он проходил под зловещим и интригующим названием Ультима Туле, что в древних картах означало предел известного мира, край Земли. Арракот — это самый далекий космический объект, к которому когда-либо приближался аппарат, созданный руками человека. И когда на экранах в Посейдоне появились первые четкие снимки, инженеры не поверили своим глазам. Арракот выглядел как жуткий грязно-красный космический снеговик, парящий в абсолютной пустоте. Он состоит из 2 совершенно разных круглых тел, одной большой сплюснутой сферы и второй поменьше, которые соединены между собой узкой тонкой перемычкой, похожей на шею.
Он висит в космической ночи, медленно кувыркаясь, и кажется абсолютно неестественным. Но самая большая научная загадка Аракота крылась в месте соединения этих двух половин. Астрофизики ожидали увидеть там следы жуткого, разрушительного столкновения, разбитые скалы, глубокие трещины, зоны оплавления от выделившейся энергии. Ничего подобного там не оказалось. Две гигантские ледяные сферы соединились настолько аккуратно и нежно, будто их кто-то вручную прижал друг к другу в пустоте. Скорость их сближения в момент стыковки составляла всего несколько метров в секунду. Это скорость неторопливо идущего человека. Они просто коснулись друг друга миллиарды лет назад и так и остались стоять в этой вечной космической позе снеговика. Аракот — это бесценная капсула времени. Настоящий святой Грааль для астрономии. Он выглядит точно так же, как выглядели самые первые кирпичики планет, так называемые планетизимали, в момент зарождения нашей системы. В то время как на Земле бушевала геологическая эволюция, падали метеориты, двигались материки и зарождалась жизнь, уничтожая любые следы прошлого, Аракот висел в первозданной пустоте пояса Койпера нетронутым. Он не изменился ни на йоту, потому что на этих далеких окраинах царит вечный космический покой. Или нам так только кажется. Ведь помимо Хаумеа и Аракота в этой темноте скрываются и другие странные миры. Например, Макимаке, покрытый замерзшим этаном и метаном, который из-за космической радиации приобрел характерный красноватый оттенок. Или Эрида, карликовая планета, которая по своей массе умудрилась превзойти Плутон. И именно ее открытие заставило Международный астрономический союз переписать учебники и лишить Плутон статуса девятой планеты. Каждое из этих тел движется по орбитам, которые кажутся хаотичными. Они наклонены к плоскости эклиптики под дикими углами, они вытянуты так, будто их что-то целенаправленно выталкивает из системы. И самый пугающий пример этого выталкивания — Седна. Область ее обитания лежит так далеко, что ее даже сложно отнести к привычному поясу Койпера. В своей самой дальней точке орбиты Седна удаляется от Солнца на безумные тысячи астрономических единиц. Ей требуется 11 тысяч лет, чтобы совершить всего один оборот вокруг нашего светила. Когда ученые смотрят на траекторию Седны, они не могут сдержать дрожи. Ее орбита настолько неестественно вытянута, что обычными законами взаимодействия с известными планетами это объяснить невозможно. Все эти объекты выглядят так, будто их движение, их форму, их странное распределение в пространстве подчинила себе какая-то неведомая, колоссальная, невероятно мощная и пока еще абсолютно невидимая для наших телескопов сила. Нам с вами очень приятно думать, что Солнечная система, чьи это идеальный швейцарский часовой механизм, где шестеренки планет крутятся по строго выверенным, вечным и безопасным траекториям. Мы привыкли к ощущению космической стабильности. В конце концов, человечество живет на Земле тысячи лет, и за всю нашу письменную историю ни одна планета не сошла со своей орбиты и не врезалась в другую. Это рождает ложное, убаюкивающее чувство абсолютной безопасности. Нам кажется, что пояс Койпера — это такое же мирное, раз и навсегда застывшее во времени ледяное кольцо на самых дальних рубежах. Своеобразный космический забор, огораживающий нашу уютную планетную систему от бескрайнего внешнего межзвездного пространства. Но если мы переведем взгляд от красивых статичных картинок к реальным математическим моделям, эта иллюзия мгновенно рассеется. На самом деле перед нами зона перманентного гравитационного хаоса, скрытой тектонической нестабильности и колоссальной динамической угрозы. Этот регион меньше всего похож на тихую космическую окраину. Он напоминает гигантское, заряженное многоствольное ружье, которое уже направлено в сторону внутренних планет, в сторону нашей Земли. И предохранитель у этого ружья чертовски ненадежен. Время от времени оно производит выстрелы, и каждый такой выстрел способен полностью стереть жизнь с лица нашей планеты. Чтобы понять, как устроен этот хаос, нам нужно познакомиться с главным хозяином и диктатором этих мест — ледяным гигантом Нептуном. Все, что происходит в поясе Койпера, происходит по правилам Нептуна, либо вопреки им, но все равно под его полным контролем. Все эти триллионы ледяных глыб, многие из которых превосходят по размерам крупнейшие земные мегаполисы,
удерживаются на своих далеких орбитах исключительно благодаря хрупкому, постоянно меняющемуся гравитационному балансу. И Нептун здесь выступает в роли главного космического возмутителя спокойствия. Дело в том, что планеты-гиганты обладают колоссальной массой, и их гравитационное влияние распространяется на миллиарды километров вокруг. Нептун, двигаясь по своей орбите, постоянно прощупывает своими невидимыми гравитационными пальцами пояс Койпера. Астрофизики называют это явление орбитальным резонансом. Это удивительный физический танец. Возьмем, к примеру, Плутон. Он находится в так называемом резонансе 2 к 3 с Нептуном. Это значит, что за то время, пока Нептун делает 3 полных оборота вокруг Солнца, Плутон успевает сделать ровно 2. Такая математическая точность позволяет Плутону миллиарды лет избегать опасного сближения со своим гигантским соседом. Их орбиты пересекаются, но они никогда не столкнутся, потому что когда Нептун оказывается в точке пересечения, Плутон всегда находится на противоположной стороне своей траектории. Гравитация Нептуна в данном случае выступает как стабилизатор, удерживающий Плутон и похожие на него объекты, которые ученые называют плутина, в безопасном космическом коридоре. Но то, что спасает одни объекты, оборачивается катастрофой для других. Чуть дальше или чуть ближе от зон стабильных резонансов лежат огромные области гравитационной нестабильности. Нептун работает здесь как безжалостный космический прачник или гигантский пылесос. Представьте себе невидимые гравитационные волны, которые накатывают на внутренний край пояса Койпера. Если ледяной астероид оказывается в зоне, где резонанс не идеален, Нептун начинает раскачивать его орбиту. Каждые несколько миллионов лет, что по космическим меркам всего лишь 1 миг, планета-гигант оказывается чуть ближе к несчастной ледышке, постепенно вытягивая ее круговую траекторию в длинный нестабильный эллипс. Этот процесс можно сравнить с тем, как вы раскачиваете ребенка на качелях, толкая его строго в один и тот же момент. С каждым новым толчком амплитуда растет, качели взлетают все выше, и в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля. Стоит Нептуну слегка сдвинуть со своего места один из ледяных астероидов, как в поясе Койпера, запускается жуткая цепная реакция. Сдвинутый объект пересекает орбиты других тел, передает им часть своей кинетической энергии через гравитационные возмущения или прямые столкновения. Мирные до этого момента ледяные скалы срываются со своих насиженных мест, меняют траекторию и превращаются в смертоносное оружие. Так рождается то, что астрономы называют рассеянным диском. Это внешняя, самая безумная и хаотичная часть пояса Койпера. Орбиты объектов здесь выстроены так, будто их чертил безумный художник. Они наклонены к общей плоскости системы под углами в 30, 40, 50 градусов. Они вытянуты на сотни миллиардов километров. Объекты рассеянного диска – это космические изгои, которых гравитация Нептуна уже сорвала с места, но еще не выбросила окончательно в межзвездную пустоту. И именно из этой зоны хаоса к нам прилетает самая большая опасность. В тот самый момент, когда ледяная скала под воздействием Нептуна окончательно теряет стабильность, ее траектория резко меняется. Гравитация гиганта буквально швыряет ее во внутреннюю Солнечную систему. Объект начинает свое долгое падение к Солнцу. Он пересекает орбиту Урана, затем Сатурна, затем великана Юпитера. На этом пути ледяной странник попадает в переходный класс объектов, которые ученые весьма поэтично назвали кентаврами. Кентавры — это полуастероиды, полукометы. Они летают между орбитами газовых гигантов, и их жизнь невероятно коротка по астрономическим меркам, всего несколько миллионов лет. Гравитация Юпитера и Сатурна постоянно швыряет их из стороны в сторону, как шарики в гигантском космическом пинболе. Некоторые кентавры выбрасываются прочь из системы навсегда, но другим везет меньше, а точнее меньше везет нам с вами. Их орбиты сжимаются еще сильнее, и они прорываются сквозь гравитационный щит планет-гигантов во внутреннюю Солнечную систему, где находятся Марс, Земля, Венера и Меркурий. В этот момент, приближаясь к Солнцу, ледяная скала из пояса Койпера преображается. Под действием солнечного тепла древние замерзшие газы – метан, азот, угарный газ и водяной лед, которые спали миллиарды лет, начинают бурно испаряться.
Вокруг твердого ядра вырастает исполинская газовая оболочка, кома, растягивающаяся на миллионы километров, а солнечный ветер вытягивает за ней знаменитый призрачный хвост. Так на свет рождаются короткопериодические кометы. Те самые кометы, которые мы с восторгом наблюдаем в телескопы, те самые кометы, что раз в несколько десятилетий или столетий устраивают зрелищные шоу на нашем ночном небе, это прямые посланники из ледяного ада пояса Койпера. Но за их красотой скрывается первобытный ужас. Каждая короткопериодическая комета – это потенциальный убийца нашей цивилизации. Представьте себе глыбу из камня и льда диаметром в 10 или 20 километров, которая несется сквозь пространство со скоростью в 40-50 километров в секунду. Кинетическая энергия такого удара превышает весь ядерный арсенал человечества в миллионы раз. Падение подобного объекта во внутреннюю Солнечную систему – это не гипотетическая сказка. Это реальность, которая происходила в истории нашей планеты неоднократно. Мы знаем про астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад. Но новые исследования показывают, что многие глобальные катастрофы прошлого могли быть вызваны именно кометами из пояса Койпера или рассеянного диска. Более того, существует огромный класс так называемых темных комет. Это объекты, которые совершили уже столько витков вокруг Солнца, что весь лед с их поверхности полностью испарился, оставив лишь плотную, черную, как уголь, корку из органических соединений и камня. Они почти не отражают свет, у них больше нет яркого газового хвоста. Они летят сквозь темноту абсолютно невидимыми для наших систем раннего обнаружения, как бесшумные космические снайперы. И заметить такую темную комету, летящую со стороны окраин системы, мы сможем в лучшем случае за несколько недель до столкновения, когда сделать что-либо будет уже физически невозможно. Пояс Койпера не спит. Он дышит, двигается, бурлит невидимыми гравитационными потоками и постоянно напоминает нам, что космический апокалипсис – это не сюжет для голливудского фильма, а реальная динамическая система, которая прямо сейчас работает на задворках нашего дома. Мы живем на пороховой бочке, а Нептун постоянно чиркает спичками на расстоянии в миллиарды километров от нас. И вот мы подходим к самой главной, самой интригующей и пугающей загадке, которая превратила пояс Койпера из просто сложного астрономического региона в настоящий научно-популярный триллер. Если гравитационные пинки Нептуна и хаотичное движение кентавров ученые еще кое-как смогли уложить в рамки классической небесной механики, то следующая аномалия буквально взорвала научное сообщество и загнала лучших астрофизиков планеты в глухой, казалось бы, неразрешимый тупик. В начале 21 века, когда оптические телескопы стали намного мощнее, а алгоритмы компьютерного анализа данных вышли на новый уровень, астрономы начали массово открывать так называемые обособленные транснептуновые объекты. Это тела, которые летают невероятно далеко за орбитой Нептуна, в самых глубоких и темных подвалах пояса Койпера и рассеянного диска. Ученые надеялись увидеть там привычный, пусть и вытянутый, но хаотичный набор орбит. Логика подсказывала, если объекты сталкиваются и рассеиваются гравитацией планет, их траектории должны быть направлены в совершенно случайные стороны Вселенной. Кто-то должен лететь налево, кто-то направо, чья-то орбита должна быть вытянута к созвездию Ориона, а чья-то к Большой Медведице. Это базовый закон статистики. Если вы взорвете петарду в куче песка, песчинки разлетятся во все стороны равномерно. Но когда исследователи нанесли орбиты самых дальних открытых объектов на трехмерную компьютерную карту, они застыли в оцепенении. Статистика сломалась. Никакого хаоса там не было. Напротив, ученые увидели пугающий противоестественный порядок. Орбиты сотен ледяных гигантов и транснептуновых астероидов, включая знаменитую Седну, объект BP-519 и многие другие, оказались неестественно вытянуты в одну и ту же сторону космического пространства. Более того, плоскости их орбит оказались наклонены практически под одинаковым углом. Они выстроились в пространстве так, словно их прямо сейчас, в эту самую секунду, что-то целенаправленно, мощно и непреклонно притягивает к одной конкретной невидимой точке. Представьте себе картину. Вы заходите в комнату, где дует сильный сквозняк, и видите, что все флюгеры на столах повернуты в одну сторону. Вы сразу поймете, откуда дует ветер, даже если не видите самого окна. То же самое произошло и в космосе.
Ледяные миры пояса Койпера вели себя как гигантские космические флюгеры, указывающие на присутствие чего-то невероятно массивного в полной темноте. Математики и астрофизики сразу же принялись за расчеты. В случайность алгоритмы верить категорически отказались. Вероятность того, что такое выравнивание орбит произошло само по себе, без постороннего вмешательства, просто в результате случайных столкновений за миллиарды лет, составляет меньше 0,01%. Это практически невозможно. На задворках Солнечной системы, далеко за пределами видимости наших лучших телескопов, явно скрывается невидимый пастух ледяных миров. Какой-то колоссальный объект, который держит в гравитационном страхе всю внешнюю окраину нашей системы, заставляя целые планеты танцевать под свою дудку. В 2016 году два выдающихся планетолога из Калифорнийского технологического института, Майкл Браун, тот самый человек, который когда-то убил Плутон, лишив его статуса планеты, и его молодой коллега Константин Батыгин опубликовали революционную статью. Они провели колоссальную работу по компьютерному моделированию и объявили миру: математика не врет, на краю Солнечной системы существует 9-я планета. Настоящая, полноценная планета-гигант, которую они назвали планетой X. По расчетам Брауна и Батыгина, этот невидимый монстр должен быть огромным темным миром, суперземлей. Его масса должна превышать массу нашей Земли примерно в 5-10 раз. Чтобы вы понимали масштабы, это промежуточное звено между тяжелыми каменистыми планетами вроде Земли и ледяными гигантами вроде Урана и Нептуна. Планета X должна двигаться по невероятно вытянутой орбите. В своей ближайшей к Солнцу точке она подходит к нему на расстояние в 300 астрономических единиц. Это в 10 раз дальше, чем Нептун. А в самой дальней точке она удаляется на безумные 1000 единиц, уходя в истинную межзвездную ночь. Одному только свету требуется больше суток, чтобы долететь от Солнца до этой планеты. Одному космическому зонду лететь туда придется сотни лет. Этому невидимому пастуху требуются мучительные, долгие 20 тысяч земных лет, чтобы совершить всего один единственный оборот вокруг нашего светила. За то время, пока планета X делает один круг, на Земле успевают родиться и умереть целые цивилизации, сменяются геологические эпохи и тают ледники. Именно поэтому мы до сих пор не можем поймать ее в наши телескопы. Охота за 9-й планетой превратилась в величайший астрономический детектив современности. Ученые точно знают, как она влияет на окружение, знают математические параметры ее орбиты, но не могут увидеть ее визуально. Она скрывается в глубочайшей непроглядной тьме, на фоне миллиардов ярких звезд нашей галактики. Солнечный свет, долетая до планеты X, ослабевает в миллионы раз. А тот мизерный процент лучей, который отражается от ее ледяной или газовой поверхности, летит обратно к Земле еще столько же времени, превращаясь по дороге в едва уловимый призрачный фотонный шум. Искать 9-ю планету на ночном небе – это все равно, что пытаться разглядеть черную кошку в темной комнате, когда кошка находится на расстоянии в несколько километров от вас, а в глаза вам светят прожекторы соседних городов. Но что, если наши методы поиска изначально ошибочные? Что, если мы ищем на окраинах совсем не то, что там находится? Время шло, телескопы сканировали указанные Батыгиным и Брауном участки неба, но небо упорно хранило молчание. Ни инфракрасные спутники, ни сверхчувствительные наземные оптические комплексы не зафиксировали даже малейшего намека на тепловой или световой след гигантской суперземли. Планета словно издевалась над учеными, оставаясь математически осязаемой, но физически неуловимой. Эта неуловимость заставила часть ученых выдвинуть куда более жуткую, дерзкую и невероятно смелую гипотезу, которая способна перевернуть все наши представления о космосе. Физики-теоретики Джеймс Анвин и Якуб Шульц задались простым, но гениальным вопросом. Почему мы решили, что этот невидимый пастух обязательно должен быть планетой? Единственное, что мы знаем наверняка, это то, что в конкретной области пространства сосредоточена огромная масса, эквивалентная 5 или 10 Землям. Но гравитации плевать, в какую форму упакована эта масса. Это может быть огромный газовый шар, каменистая суперземля, или кое-что гораздо более экзотическое и пугающее. Что, если на самом краю нашей Солнечной системы прячется вовсе не планета,
Что если этим невидимым пастухом, искажающим орбиты ледяных миров, является первичная черная дыра? Древнейший космический монстр, родившийся вовсе не из умершей звезды, а появившийся на свет в первые доли секунды после Большого взрыва, когда сама ткань Вселенной была настолько плотной и горячей, что случайные флуктуации материи могли схлопываться в крошечные черные дыры сами по себе. Самое безумное, фантастическое и пугающее в этой теории – это ее физический масштаб. Масса этого гипотетического объекта равна массе 5 или 10 земель, тут математика неизменна. Но черная дыра обладает чудовищной, невообразимой плотностью. Если вы сожмете всю массу нашей Земли до плотности черной дыры, она превратится в шарик размером с обычную бусину или ягоду вишни. А если сжать 5 или 10 земель, то физический размер горизонта событий этой первичной черной дыры будет составлять всего около 10 сантиметров. Вдумайтесь в это. На самых дальних окраинах нашего космического дома, в вечной темноте пояса Койпера, может медленно и абсолютно безмолвно вращаться черная дыра размером с обычное карманное яблоко или грейпфрут. Она не испускает видимый свет. Она не отражает солнечные лучи, они просто проваливаются в ее гравитационную пасть навсегда без малейшего шанса вернуться обратно. Она не излучает тепло. Она просто тихо, незаметно и неотвратимо плывет сквозь века, пожирая редкие ледяные скалы, которые подлетают слишком близко и чудовищно искривляя пространство и время вокруг себя. Этот невидимый пастух размером с яблоко держит на гравитационном поводке триллионы ледяных миров, и мы, глядя в свои суперсовременные телескопы, видим лишь последствия его невидимой жизнедеятельности. Мы веками думали, что изучили свой космический дом вдоль и поперек. Нам казалось, что Солнечная система — это безопасное, понятное и предсказуемое место, где все разложено по полочкам. Но реальность, скрывающаяся за Нептуном в глубоком поясе Койпера, оказалась гораздо мрачнее, загадочнее и грандиознее любых фантастических романов. Мы стоим на пороге величайшего открытия в истории науки. И неважно, что именно окажется там, во тьме гигантская суперземля или древняя черная дыра размером с ладонь. Любой из этих ответов навсегда изменит наше понимание Вселенной и покажет, что истинная тьма на краю нашего мира обитаема. И она пристально наблюдает за нами через искаженные орбиты ледяных планет. Если пояс Койпера и рассеянный диск кажутся нам далекими и пугающими окраинами, то реальность такова, что они представляют собой лишь прихожую нашего огромного космического дома. Настоящая, колоссальная граница Солнечной системы лежит намного дальше, в сферической области, которая буквально обволакивает нас со всех сторон. Это гипотетическое, но математически доказанное облако Оорта. Если в поясе Койпера объекты движутся в более-менее понятной плоскости эклиптики, то облако Оорта — это исполинский пузырь, состоящий из триллионов ледяных обломков, который начинается на расстоянии в 2-3 тысячи астрономических единиц от Солнца и простирается почти на 2 световых года вглубь межзвездного пространства. Это половина пути до Проксимы Центавра, нашей ближайшей звездной соседки. Солнце с этой дистанции превращается в едва заметную, слабую точку, которая ничем не отличается от остальных миллиардов звезд Млечного Пути. И именно здесь законы физики, к которым мы привыкли, начинают вести себя совершенно странно. В облаке Оорта гравитационная хватка нашего Солнца ослабевает до своего абсолютного минимума. Ледяные скалы и кометные ядра удерживаются на своих орбитах настолько хрупким балансом, что любое внешнее воздействие способно разрушить эту систему. На таких колоссальных расстояниях на объекты начинают влиять силы, о которых мы на Земле даже не задумываемся. Например, галактический прилив. Сама гравитация диска нашей галактики Млечный Путь медленно, но верно деформирует орбиты самых дальних ледяных тел. Кроме того, каждые несколько десятков миллионов лет через окрестности нашей системы проходят блуждающие межзвездные звезды. Они пролетают мимо, оставляя за собой невидимый гравитационный след, который буквально перемешивает облако Оорта, как ложка перемешивает сахар в стакане чая. Стоит такой звезде пройти относительно близко, и миллиарды ледяных комет срываются со своих орбит, устремляясь внутрь Солнечной системы, создавая мощнейшие кометные ливни,
которые в прошлом длились миллионы лет и утюжили поверхность Земли. Именно облако Аорта является родиной долгопериодических комет. В отличие от объектов пояса Койпера, которым нужно всего несколько сотен лет на один оборот, кометам из облака Аорта требуются тысячи, десятки тысяч или даже миллионы лет, чтобы совершить одно путешествие к Солнцу и вернуться обратно в свою ледяную тюрьму. Они падают на нас со всех возможных направлений – сверху, снизу, сбоку, ломая любую плоскостную логику планетных орбит. И это создает колоссальную проблему для астрономов. Из-за гигантского периода обращения мы не можем составить карту этих объектов. Каждая такая комета появляется внезапно, выныривая из непроглядной межзвездной тьмы, и у человечества есть всего несколько месяцев, чтобы заметить ее приближение. Наблюдая за этими невероятно далекими объектами и пытаясь объяснить, почему их траектории ломают стандартные математические модели, ученые столкнулись с дилеммой, которая расколола физический мир на два непримиримых лагеря. Мы уже подробно говорили о девятой планете и первичной черной дыре, объектах, которые своей огромной массой могут выступать в роли невидимого пастуха. Это классический путь развития науки. Если мы видим аномалию в движении тел, значит рядом есть скрытая масса. Именно так в XIX веке Урбен Леверье на кончике пера открыл Нептун, просто заметив, что Уран движется не так, как предсказывали формулы Ньютона. Но что, если в случае с окраинами Солнечной системы мы совершаем фундаментальную ошибку? Что, если никакой скрытой массы там нет вообще? Ни планеты Х, ни черной дыры? Что, если ломаются сами законы гравитации? Группа исследователей обратила внимание на альтернативную физическую теорию, которая называется МОНД – модифицированная ньютоновская динамика. Эту гипотезу выдвинул физик Мордехай Милграм еще в 1980-х годах, чтобы объяснить странное вращение галактик без привлечения загадочной темной материи. Суть теории МОНД невероятно проста и одновременно революционна. Законы гравитации Исаака Ньютона и общая теория относительности Альберта Эйнштейна, которые мы считаем незыблемыми, идеально работают только там, где ускорение имеет достаточно большие значения. То есть в центральных областях Солнечной системы, вблизи массивного Солнца и крупных планет. Но когда мы уходим на далекие окраины, в глубокий пояс Койпера и облако Аорта, где гравитационное ускорение падает ниже определенного критического порога, гравитация начинает вести себя иначе. Она становится чуть сильнее, чем предсказывает классическая физика. Недавние расчеты показали, что если применить формулы модифицированной гравитации к самым дальним объектам нашей системы, то странное выравнивание орбит Седны и ее соседей объясняется само по себе, без всяких скрытых планет. Согласно этой теории, аномальные траектории ледяных миров – это не результат притяжения невидимого монстра, а прямое следствие влияния гравитационного поля самого Млечного Пути, которое начинает доминировать над слабеющим притяжением Солнца в этой переходной зоне. Если МОНД окажется правдой, это станет колоссальным триумфом физики, который заставит ученых переписать фундаментальные законы Вселенной. Это будет означать, что Ньютон и Эйнштейн создали лишь частные случаи теории, которая не работает на экстремальных дистанциях. Мы ищем скрытые объекты во тьме, а на самом деле мы просто неправильно считаем саму ткань пространства. Но пока теоретики спорят на досках и суперкомпьютерах, наблюдательная астрономия бьется в технологический тупик. Почему мы до сих пор не можем поставить жирную точку в этом вопросе? Проблема заключается в том, что наши технологии обнаружения на таких расстояниях работают на самом пределе человеческих возможностей. Поиск девятой планеты или любого другого скрытого объекта на дистанциях в сотни миллиардов километров – это без преувеличения самая сложная поисковая задача в истории человечества. Чтобы обнаружить объект в глубоком космосе, у нас есть три основных пути – оптический диапазон, инфракрасный диапазон и метод гравитационного линзирования. Оптический поиск самый очевидный, но он же и самый неэффективный. Любая планета сама по себе не светится, она лишь отражает свет родительской звезды. Закон обратных квадратов в физике неумолим. Количество света, падающего на объект, убывает пропорционально квадрату расстояния от Солнца. Но отраженный свет должен пройти этот путь еще раз, обратно до Земли.
В итоге яркость объекта для земного наблюдателя падает пропорционально расстоянию в четвертой степени. Если мы отодвинем Землю в 2 раза дальше от Солнца, она станет тусклее в 16 раз. А на расстоянии 9-й планеты объект становится тусклее в сотни миллиардов раз. Он превращается в призрачный объект 30-й звездной величины. Чтобы поймать хотя бы несколько фотонов от такого тела, гигантскому телескопу нужно часами всматриваться в одну микроскопическую точку неба. А таких точек на небе — миллиарды. Инфракрасный поиск кажется более перспективным. Любая планета, даже находящаяся в ледяном аду, обладает внутренним теплом, оставшимся со времен ее формирования. Она должна излучать в инфракрасном спектре. Космический телескоп НАСА WISE в свое время провел полный обзор неба в инфракрасном диапазоне и смог исключить существование объектов размером с Юпитер на расстоянии до 10 тысяч астрономических единиц. Но если 9-я планета имеет размер суперземли, ее собственное тепловое излучение настолько мало, что оно сливается с фоновым шумом космоса. А если это первичная черная дыра размером с яблоко, то инфракрасный поиск вообще бесполезен. Горизонт событий черной дыры не излучает ничего, кроме гипотетического излучения Хокинга, температура которого для объекта такой массы составляет ничтожные доли Кельвина. Такой объект абсолютно, идеально черен во всех мыслимых диапазонах волн. Как же тогда поймать объект, который принципиально невозможно увидеть напрямую? Ученые разработали уникальный метод, который кажется чистой фантастикой – использование фонового микроволнового излучения Вселенной в качестве гигантской подсветки. Прямо за нашей Солнечной системой раскинулся космический микроволновый фон – реликтовое излучение, оставшееся после Большого взрыва. Оно равномерно заполняет все небо. Если между Землей и этим излучением плывет черная дыра размером с яблоко или темная суперземля, объект будет работать как микроскопический гравитационный объектив. Его колоссальная плотность будет слегка искривлять лучи проходящего мимо реликтового излучения, создавая крошечные, едва заметные искажения — гравитационные линзы. Прямо сейчас алгоритмы искусственного интеллекта прочесывают терабайты данных, собранных космологическими телескопами, пытаясь найти эти мимолетные гравитационные глитчи на фоне древнейшего излучения Вселенной. Вся надежда астрономов сейчас возложена на новые технологические инструменты, которые вводятся в строй прямо сейчас. Главный из них — обсерватория Веры Рубин в Чили. Этот революционный телескоп оснащен самой большой в мире цифровой камерой разрешением в 3,5 миллиарда пикселей. Каждые несколько ночей этот технологический монстр будет полностью фотографировать все доступное ночное небо, создавая беспрецедентное по детальности панорамное видео космоса в реальном времени. Если 9-я планета существует и медленно ползет по своей гигантской орбите, обсерватория Веры Рубин гарантированно засечет ее смещение на фоне далеких звезд в течение ближайших нескольких лет. Мы находимся в шаге от момента, когда технологическая слепота человечества будет преодолена, и мы наконец-то увидим истинное лицо наших окраин. Представьте, что обсерватория Веры Рубин или искусственный интеллект, прочесывающий космический фон, наконец-то выдали точные координаты. Загадка века решена. Пастух окраин обнаружен. Научный мир ликует, обыватели в шоке, а перед инженерами ведущих космических агентств встает самый грандиозный зубодробительный вызов в истории нашей цивилизации. Мало просто знать, что там. Во тьме что-то есть. Человеческая природа устроена так, что нам обязательно нужно до этого дотянуться. Нам нужно подлететь поближе, сфотографировать, потрогать приборами, рассмотреть во всех деталях. Но как организовать космическую экспедицию туда, куда даже солнечный свет летит целые сутки? Давайте трезво оценим масштабы катастрофы для современной космонавтики. Знаменитый зонд Voyager 1, запущенный в далеком 1977 году, летит сквозь пространство уже почти полвека. Это самый быстрый и самый далекий аппарат, созданный руками человека. За 40 с лишним лет непрерывного бега он отдалился от Земли примерно на 160 астрономических единиц. По космическим меркам он едва вышел за порог. Если мы решим отправить к 9-й планете или к черной дыре аппарат на обычных химических ракетных двигателях, таких, на которых летают современные марсоходы или лунные миссии,
это путешествие превратится в абсурд. Аппарат будет лететь до цели 300, 400 или даже 500 лет. Ни одна электроника не проживет столько времени под воздействием глубокого космического холода и жесткой межзвездной радиации. К моменту, когда зонд доберется до окраин, на Земле сменится несколько поколений людей, изменятся технологии, и этот полет потеряет всякий практический смысл. Нам нужны принципиально новые, революционные технологии разгона. И такие проекты уже лежат на столах физиков-теоретиков. Самый жизнеспособный и обсуждаемый вариант прямо сейчас – это использование концепции направленной энергии или лазерных парусников. Вы наверняка слышали о проекте Breakthrough Starshot, который изначально разрабатывался для отправки микрозондов к Альфе Центавра. Но эту же технологию можно и нужно применить для исследования нашего собственного заднего двора. Суть идеи поражает своей смелостью. Вместо того, чтобы строить огромный тяжелый корабль с тоннами топлива на борту, мы оставляем весь источник энергии на Земле или на околоземной орбите. Мы строим гигантский массив сверхмощных лазеров, объединенных в одну оптическую систему. Сам космический аппарат при этом делается ультралегким, весом всего в несколько граммов. Это крошечная кремниевая плата, чип, на котором умещаются широкоугольные камеры, навигационные системы, спектрометры и атомная батарейка. К этому чипу крепится тончайший, толщиной всего в несколько сотен атомов парус из графена или специальных метаматериалов, способных отражать 99,9% падающего лазерного света. Когда лазерный луч с Земли бьет в этот парус, световое давление начинает стремительно ускорять микрозонд. В течение всего нескольких минут лазерный поток разгоняет аппарат до безумных скоростей, составляющих от 1 до 5% от скорости света. При таком темпе зонд преодолеет расстояние до пояса Койпера и гипотетической 9-й планеты не за столетия, а всего за несколько недель или месяцев. Это будет настоящий технологический прорыв. Мы сможем отправить не один аппарат, а целый рой из сотен и тысяч таких копеечных микрозондов. Даже если половина из них погибнет в пути от столкновений с космической пылью, оставшаяся часть доберется до цели и устроит массированную фотоохоту. Однако у лазерных парусников есть один колоссальный, фатальный минус. Они совершенно не умеют тормозить. На самом зонде нет двигателей, способных погасить безумную скорость. Этот рой пронесется мимо 9-й планеты или черной дыры на скорости в 1000 км в секунду. У камер будут считанные доли секунды, чтобы успеть сфокусироваться на объекте, сделать снимки и отправить их обратно на Землю, прежде чем аппараты навсегда канут в бескрайней межзвездной бездне. Если мы хотим провести полноценное, долговременное исследование с выходом на орбиту этого загадочного тела, нам придется использовать другие типы двигателей. Например, термоядерные ракетные комплексы или ионные двигатели нового поколения, работающие в связке с компактными бортовыми ядерными реакторами. Такие корабли будут массивными. Их полет займет от 20 до 13 лет, но они смогут затормозить у цели. Они станут первыми искусственными спутниками невидимого пастуха, и именно они пришлют нам данные, которые либо подтвердят наши самые смелые научные теории, либо столкнут человечество лицом к лицу с пугающей неизвестностью. Давайте пофантазируем и разберем два принципиально разных сценария того, что увидят наши исследовательские аппараты, когда они, наконец, преодолеют миллиарды километров космической пустыни и приблизятся к цели вплотную. Сценарий первый. Батыгин и Браун оказались правы, и перед нами предстает 9-я планета. Что увидят камеры нашего зонда? Это точно не будет вторая Земля или даже аккуратный Нептун. Это будет жуткий, темный, неописуемо холодный мир, царство вечного льда и кромешной ночи. Из-за колоссального удаления от Солнца атмосфера этой суперземли должна вести себя совершенно иначе, чем на внутренних планетах. При температуре, близкой к абсолютному нулю, привычные нам газы просто не могут оставаться в газообразном состоянии. Физики предполагают, что атмосфера 9-й планеты подвержена сезонному вымерзанию. Когда планета в своем медленном движении уходит в самую дальнюю точку орбиты, ее газовый кокон полностью остывает, конденсируется и выпадает на поверхность в виде причудливого искрящегося снега из чистого азота, метана
и неона. Планета буквально оголяется, превращаясь в монолитный ледяной шар, над которым раскинулся абсолютно прозрачный вакуум. Но когда через 10 тысяч лет планета начинает обратный путь и слегка приближается к Солнцу, замерзшие газы начинают сублимироваться, превращаясь обратно в газ. На планете просыпаются чудовищные ледяные штормы. Огромные гейзеры из жидкого азота взмывают на десятки километров вверх, а плотные облака метанового тумана заволакивают поверхность, делая ее абсолютно невидимой. Под этой ледяной коркой могут скрываться тектонические процессы. Собственное внутреннее тепло планеты, генерируемое радиоактивным распадом в ее недрах или приливным трением, если у девятой планеты есть крупные спутники, может поддерживать подледные океаны. И эти океаны будут гораздо глубже и массивнее, чем все океаны Земли вместе взятые. Мы увидим мир, который застыл на самой грани между планетой и межзвездным странником. Изучение его химического состава позволит нам в деталях понять, из какого именно материала лепилась наша Солнечная система в первые миллионы лет своего существования. А теперь давайте включим воображение на максимум и разберем второй, куда более экстремальный и научно-фантастический сценарий. Наши зонды прилетают в указанную точку, камеры работают на полную мощность, инфракрасные датчики сканируют пространство и не видят ничего. Но гравитационные приборы сходят с ума. Аппарат выходит на орбиту вокруг объекта, который имеет массу 5 земель, но визуально абсолютно пуст. И тут, сделав серию снимков с высоким разрешением на фоне далеких звезд галактики, мы замечаем ее – первичную черную дыру. Как выглядит черная дыра размером с яблоко с близкого расстояния? Горизонт событий диаметром в 10 сантиметров – это идеальная, абсолютная сфера непроглядной черноты. Вокруг нее нет яркого сияющего диска, как в фильмах про «Интерстеллар», потому что на окраинах Солнечной системы слишком мало вещества, чтобы сформировать массивный аккреционный диск. Но это яблоко тьмы будет выдавать себя чудовищным, фантастическим искажением пространства. Звезды Млечного Пути, проходящие за черной дырой по мере движения нашего зонда, будут неестественно раздваиваться, вытягиваться в причудливые светящиеся дуги и кольца Эйнштейна. Это будет выглядеть так, будто в ткань космоса вмонтирована гигантская безупречная оптическая линза, которая преломляет саму реальность. Подлетать слишком близко к такому объекту – смертельно опасная задача для любого космического аппарата. Из-за микроскопических размеров черной дыры градиент гравитационных сил вблизи горизонта событий принимает совершенно безумные значения. Это область экстремальной физики. Если наш зонд приблизится к этой 10-сантиметровой сфере на расстояние в несколько метров, включится эффект, который физики называют спагеттификацией. Приливные силы будут настолько велики, что притяжение, действующее на ближний край аппарата, окажется в миллионы раз сильнее, чем притяжение, действующее на дальний край. Металлический корпус зонда, электроника, кремниевые платы будут в доли секунды разорваны, вытянуты в тончайшую струну из атомов и безжалостно поглощены черной дырой, увеличив ее массу на ничтожную долю грамма. Но если мы удержим аппарат на безопасном расстоянии в несколько километров, мы получим в свое распоряжение уникальную, бесценную лабораторию для изучения квантовой гравитации. Ученые смогут проверить, излучает ли этот объект излучение Хокинга в реальности. Мы сможем понять, как объединить общую теорию относительности с квантовой механикой. Величайшая загадка современной физики будет решена на практике. Черная дыра на расстоянии вытянутой руки – это ключ к тайнам Вселенной, к пониманию того, как рождался и как будет умирать наш мир. Вся история изучения пояса Койпера, облака Аорта и поисков невидимого пастуха – это грандиозный урок смирения для человечества. Мы, люди, очень любим чувствовать себя центром мироздания. Долгое время мы были уверены, что Солнце крутится вокруг Земли. Когда эта иллюзия рухнула, мы утешали себя тем, что наша планетная система – это идеальный, гармоничный и полностью изученный нами оазис безопасности. Мы разложили все по полочкам, дали всему название и успокоились. Но космос раз за разом доказывает нам, что наши знания – это лишь крошечная капля в бесконечном океане неизвестности.
Окраины Солнечной системы оказались не скучной ледяной пустыней, а местом, где бушует гравитационный хаос, откуда прилетают невидимые кометы-убийцы и где в непроглядной тьме прячется монстр, природа которого способна перевернуть всю нашу науку. Мы смотрим на ночное небо и видим красивые стабильные созвездия, но на самом деле мы плывем сквозь пространство внутри хрупкого пузыря, границы которого постоянно проверяются на прочность внешними силами. Открытие девятой планеты или первичной черной дыры навсегда изменит наше место в космической иерархии. Это покажет, что мы до сих пор не знаем устройства собственного дома. Но в этой мрачной, холодной картине есть своя особая, величественная поэзия. Физики часто задумываются о далеком будущем нашей системы. Через 5 миллиардов лет наше Солнце исчерпает запасы водородного топлива. Оно начнет раздуваться, превращаясь в красного гиганта. Оно поглотит Меркурий, Венеру и, скорее всего, выжжет дотла нашу Землю, превратив ее в безжизненный расплавленный кусок камня. Затем Солнце сбросит свою внешнюю оболочку в космическое пространство и сожмется до размеров крошечного, остывающего белого карлика. Внутренняя Солнечная система, какой мы ее знаем, погибнет навсегда. Но там, на безумных окраинах, в глубоком поясе Койпера и за его пределами, жизнь продолжится. Если девятая планета — это ледяная суперземля, она практически не заметит гибели Солнца. Она продолжит свой неторопливый, величественный бег по орбите вокруг остывающего звездного трупа, сохраняя в своих подледных океанах первородное тепло еще долгие триллионы лет. А если этот невидимый пастух — первичная черная дыра, то она обречена на истинное космическое бессмертие. Она переживет не только Солнце, но и саму нашу галактику Млечный Путь. Когда все звезды во Вселенной сожгутся, когда последние белые карлики остынут и превратятся в черные карлики, а сама ткань космоса погрузится в эпоху вечной тьмы и тепловой смерти, это маленькое черное яблоко размером с ладонь будет все так же безмолвно плыть сквозь пустоту. Оно будет медленно в течение невообразимых гуголов лет испарять свою массу через излучение Хокинга, оставаясь последним финальным памятником той далекой эпохи, когда вокруг теплой желтой звезды летала маленькая голубая планета, жители которой очень хотели узнать, что же скрывается там, за краем вечной тьмы. Мы только начинаем свой путь вглубь этой космической ночи. Наши телескопы становятся зорче, наши алгоритмы умнее, а наше стремление к истине сильнее. И можно быть абсолютно уверенными, пояс Койпера еще не раз заставит нас затаить дыхание перед лицом великой космической тайны. Тайны, которую мы обязательно разгадаем.